Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале LongSwim. Тем, кто смотрит это видео первый раз, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал. В наших видео есть много интересной и полезной информации. Обязательно нажимайте кнопку колокольчик, обязательно нажимайте кнопочку «Поделиться». Пересылайте это видео всем своим друзьям и знакомым. Тема сегодняшнего видео – как использовать колесо баланса для улучшения жизни. Колесо жизненного баланса LongSwim представляет собой 8 сфер. Каждая из этих сфер отвечает за определенную часть жизни, и эти сферы между собой гармонизируются. Почему? Потому что есть эффективные инструменты взаимодействия между сферами. Чтобы узнать об этих инструментах, можете посмотреть плейлисты «Колесо жизненного баланса для продвинутых пользователей». Это видео войдет в плейлист «Июнь», и я сейчас объясню, почему. В июне мы подводим итоги и, как правило, ставим или корректируем планы на следующее полугодие, планы на лето. Лето для нас – это ожидание отдыха, перезагрузки, восстановления сил. И колесо жизненного баланса, оно используется в основном не только для фиксации состояния, но и для поиска возможностей, для того, чтобы кардинально улучшить свое состояние. Для кого-то это финансовое состояние, для кого-то это состояние здоровья. Для тех, кто уже хорошо состоялся в профессиональной сфере, это возможность улучшить восприятие качества жизни. За эту сферу мы уже много раз говорили, это сфера яркость жизни. И люди, которые уже в своей жизни достигли достаточно многого, их больше интересует сфера духовный рост и творчество, то есть те жизненные принципы, по которым они живут. На основе этих жизненных принципов ставятся более амбициозные цели, и об этом мы сейчас поговорим. Первоначально, если вы находитесь в состоянии 0,4, состояние 0,4 – это состояние, в котором есть переизбыток эмоций, и он характеризуется тем, что вы не чувствуете в существующей информации, в существующей ситуации возможности для принятия решения. Чаще всего для людей в состоянии 0,4 решения принимаются под воздействием внешних обстоятельств. Кто-то сказал, какой-то эксперт выразил свою точку зрения. Это как спасительный буек, принимается за основу. На основе этого быстрого суждения, инсайта планируются хаотичные действия. Соответственно, эффект возможен только в краткосрочной перспективе, в рутинной деятельности. И для долгосрочных целей такие инструменты хаотичные совсем не подходят. Поэтому, если мы говорим об улучшении вашей жизни, мы больше будем говорить про долгосрочные достижения. Мы сейчас расскажем в этом видео, как выйти из рутины, как правильно делегировать и как правильно ставить цели. Итак, устраивайтесь, пожалуйста, поудобнее. Те, кто автомобилисты, желаю вам хорошего пути. Пускай ваша поездка будет комфортной и интересной. К сожалению, вы не можете видеть или можете видеть это видео, поэтому я стараюсь свое изложение построить таким образом, чтобы вы визуально все ярко и четко представляли, потому что в просмотре нашего видео важно опираться на инсайты. Возможно, вы наше видео смотрите не один раз, а инсайт у вас может возникнуть в результате последнего просмотра или после просмотра наших видео на третий, на четвертый раз. Инсайт интересен тем, что он побуждает к мгновенному действию, потому что ситуация проясняется, вы видите четкий план достижения своей цели, видите яркое решение своей задачи, это позволяет вам действовать. Это первый признак того, что вы находитесь в состоянии 4-8, то есть вы уже приступили к действиям, вы понимаете, что только через действие можно перейти к достижению своих целей. Люди в состоянии 0,4 ждут, когда их цели помогут достичь другие люди. Иногда это в жизни получается, но чаще всего они находятся в той точке, в которой они замечтались, забылись, чуть-чуть застряли. В этом нет ничего такого страшного. Придет время, и они начнут свое движение к цели, но они уже будут двигаться осознанно с теми единомышленниками, которые их будут помогать. И
в колесе жизненного баланса есть некоторый элемент гармонии для улучшения жизни. То есть люди состояния 0,4, они никогда не оказываются без внимания со стороны окружающих, потому что мир гармоничным, есть оптимальное соотношение людей состояния 0,4 и 4,8. Люди состояния 4,8, они, как правило, помогают людям состояния 0,4 на базе собственного примера, то есть там нет никакой теории, вот принцип «делай как я», сделаешь как я, получишь результат, потом разберешься, там, какие теоретические основы есть. Мы, наоборот, даем вам большой спектр теоретических знаний. Эти теоретические знания позволяют вам адаптировать наши широкие знания применительно к вашей профессиональной деятельности. Может, у вас умственный труд, может, у вас физическая активность, может, вы грандиозный руководитель, может, вы человек, который уже ищет смысл жизни, а позади куча реализованных проектов. В любом случае, обязательно пишите комментарии, делитесь своей историей успеха, расскажите, что вам помогло в вашей жизни выстоять перед трудностями. Рекомендуйте тех людей, которые оказали для вас очень грандиозное влияние. Это могут быть книги, это могут быть фильмы. Любой источник информации, который мотивирует, мы считаем, это вклад в развитие нашего окружающего мира. Это шанс сделать наш мир для наших детей более гармоничным, более интересным. Давайте сейчас на примере одной из сфер рассмотрим, как можно использовать колесо баланса для улучшения жизни. Чаще всего в вопросах задают следующий момент, то есть сфера, которая буквально наполнена противоречиями, это сфера семья и отношения. В этой сфере, как правило, очень много озвученных планов и очень мало совместно сделанных планов. Итак, что мешает нам улучшить жизнь в одной единственной сфере? Эта сфера приводится в качестве примера. Эта сфера называется отношения и семья. Сфера отношения семья в колесе жизненного баланса LongSwim находится между сферой яркость жизни и сферой друзья и окружение. Яркость жизни позволяет нам находить и планировать баланс между работой и отдыхом, между усилиями и получением удовольствия от того результата. Друзья и окружение позволяют нам реализовать нашу социальную активность. В сфере друзья и окружение находятся наши родственники. По теме родственниками взаимоотношения с ними будет выпущено отдельное видео. Сейчас мы стараемся раскрыть основы, какие есть основные инструменты для того, чтобы улучшить вашу жизнь в конкретной сфере. И я плавно приступаю к объяснению. На всем периоде семейной жизни у вас будут периоды подъема и спада. Период подъема означает, что у вас очень хорошее взаимопонимание, у вас фактически нет никаких разногласий по разным вопросам. Вы понимаете, что вы уникальны по своей природе, и у вас нет желания настаивать на своей позиции. У вас есть понимание, что через согласие вы одни цели реализуете в этом году. Опять же, через согласие и качественное планирование вы цели можете реализовать в следующем году. Это не означает взаимные уступки, это означает взаимное уважение друг к другу и понимание, что вы свою сферу духовный рост и творчество очень хорошо проработали, то есть вы поставили совместные цели, которые позволяют вам держать баланс в отношениях, и вы хорошо изучили, продиагностировали колесо жизненного баланса любимого человека, и это позволяет вам, зная свои ожидания от этого человека, планировать варианты своих уступок, то есть уступать в отношениях это тоже нормально, это тоже классно, и озвучивать, агитировать, предлагать свои амбициозные цели к реализации, потому что первый единомышленник, который должен быть, это ваша любимая женщина, ваш любимый мужчина, и только потом это друзья, коллеги, эксперты и прочие единомышленники, которые помогают вам реализовать этот проект. Чем отличается состояние улучшения жизни от состояния, когда вы стараетесь сохранить те отношения, которые буквально
трещат по швам, которые вас не удовлетворяют. И в колесе жизненного баланса обязательно проработайте свою сферу духовного роста и творчества. Проработка сферы духовного роста и творчества, она очень дает сильное влияние на понимание, как можно укрепить ваши отношения, потому что ваши жизненные принципы через расширение кругозора, через сферу личностный рост дают вам поиск и реальное владение инструментами. Вы расширили кругозор, в вашем распоряжении больше инструментов, которыми вы можете укреплять свои отношения. Вы можете из-за того, что ситуацию видите широко и больше ориентированы на долгосрочные достижения, понимать, что некоторый эмоциональный всплеск в отношениях – это нормально. Ваш любимый человек не хочет разрушить ваши отношения, ему просто некомфортно, он находится в состоянии 0,4, он перенаполнен эмоциями, и просто в его жизни не хватает инструментов колеса жизненного баланса для того, чтобы приступить к действиям. Задача укрепления отношений в сфере семьи и отношений, она заключается в следующем. Если ваш супруг, любимый мужчина, любимая женщина попали в состояние эмоциональных качелей, это нужно уравновесить действиями. Если вы будете добавлять свои эмоции, количество эмоций будет перезашкаливать, человеку очень трудно перейти к совместным действиям. Я еще раз хочу сконцентрировать ваше внимание на том, что в сфере семья и отношения, когда преодолевают эмоции, человек больше склоняется в состоянии 0,4 к индивидуальному действию, потому что миссия человека в состоянии 0,4, он все делает в одиночку. Человек в состоянии 4,8, он все делает сам, при этом может и чаще всего окружен толпой единомышленников, которые говорят: давай помогу, давай я сделаю. Человек в состоянии 4,8 говорит: я сам, или говорит: я сама, вот хлопайте мне в ладоши, я это все делаю сама. Человек в состоянии 0,4, он одинок, в чистом поле работает, никто его не видит, никто его не слышит. Люди в состоянии 0,4, они одиночки и в жизни, и в работе. Как правило, таким людям не очень сильно хотят помогать, потому что им очень сложно помочь, они не воспринимают помощь как что-то должное, полезное для них, они это отвергают. Такая специфика состояния 0,4. Как из этой ситуации выйти, как использовать колесо баланса для улучшения жизни в сфере семья и отношения? Работаем по методике, разбираем сферу яркость жизни, качественно отдыхаем хотя бы неделю. Если у вас в семейной жизни произошла эмоциональная встреча, эмоциональное состояние, вам нужно неделю приходить в себя. За эту неделю эмоции приходят к четкой структуре, вы четко различаете, за что вы любите этого человека, что вам в этом человеке непонятно, что вас очень сильно удивило. Я называю вещи своими именами. Даже в любимом человеке вас может что-то удивлять. Даже в любимом человеке, с которым вы знакомы 5-10 лет, вам будет что-то непонятно в его действиях, а за действием всегда лежат его мысли, то есть это сфера духовного роста и творчества. Самое разумное сесть и обсудить после диагностики колеса жизненного баланса любимого человека, что ваш любимый человек, любимый мужчина, любимая женщина готовы предпринять самостоятельно. Это в первую очередь нужно спросить, желательно написать список. Вот я планирую то-то, то-то, то-то. Не нужно спрашивать, какие эмоции они переживают. Это будет очень большой лист, но нам важны действия. И второй вопрос, на который вы должны получить ответ, это ваш любимый человек, любимая женщина, любимый мужчина обязательно скажет, что он совместно готов сейчас с вами делать. И вы ориентируетесь на то совместно, что вы можете сделать в ближайшем будущем, в ближайшую неделю, следующую неделю, целый месяц. И эти совместные действия позволят вам еще раз сфокусироваться на то, что вас привело в отношения, то, что вы цените в этих отношениях, ради чего вы находитесь в этих отношениях. И после того, как совместные действия произошли, еще раз диагностируем колесо жизненного баланса любимого человека, у вас появляется дополнительная информация. Это вам нужно для того, чтобы вы его лучше понимали, чтобы у вас было больше эмпатии. И анализируйте действия, что человек хотел сделать сам.
Здесь нужно найти возможность помочь человеку реализовать то, что он хотел, потому что как только человек реализует то, что он хочет, его уровень эмоционального состояния резко стремится вверх, но не забываем, что люди в состоянии 0,4, они отличаются высокой амплитудой эмоциональных переживаний. От бурного восторга следует бурное разочарование, или наоборот, после бурного разочарования есть возможность увидеть маленький или средний восторг. По теме инструментариев в сфере отношений и семья будет выпущено дополнительное видео. В данном видео я вам показал, как одним из инструментариев колеса жизненного баланса можно улучшить жизнь в сфере семья и отношения. И сейчас мы подводим итоги сегодняшнего видео, как использовать колесо баланса для улучшения жизни. В колесе баланса существует много инструментариев. Со многими инструментариями вы можете встретиться в других практиках. Колесо жизненного баланса LongSwim, оно построено по принципу таблицы Менделеева. Вы можете любые практики, которые вы нашли на каком-то обучении, очень плавно интегрировать в свою повседневную жизнь. И путем подведения итогов каждого года вы какой-то инструмент, которым вы владеете в совершенстве или лучше всего можете запланировать для достижения своих целей в следующем году. Философия колеса жизненного баланса LongSwim говорит о том, что те инструменты, которыми вы владеете в совершенстве, планируйте, пожалуйста, примительно к целям. Есть цель, к нему подходит такой инструмент, пожалуйста, пользуйтесь, рекомендуйте это другим людям. Рассказывайте обязательно о колесе жизненного баланса. Когда вы расскажете о колесе жизненного баланса, вы обязательно найдете единомышленников, либо вы чуть-чуть станете наставником. То есть, что такое наставничество? Вы часть знаний передаете людям, и люди вам будут весьма благодарны, потому что этих знаний им не хватает для того, чтобы сделать первый шаг в счастливую, совместную, яркую жизнь со своим любимым человеком. Всем, кто смотрел это видео, всем желаю хорошего дня, прекрасного настроения. У вас все получится. Я в вас верю.